Добрый вечер, уважаемые телезрители, и добрый вечер, уважаемые знатоки. Право сыграть в отборочных играх зимней серии получили 4 команды, которым удалось в этом сезоне одержать 2 победы над телезрителями. А кто сумеет одержать 3-ю победу, получит право сыграть в финале года. Счет значения не имеет. Господин Рудер, добрый вечер. Это хорошо? Вам играть через неделю. То есть, получается, сколько команд сумеет одержать победу, столько и сыграет в финале года. Господин Козлов, это хорошо? Да, это отлично. Ну, кто же виноват? Не надо было столько выигрывать. Ваша игра, Андрей, через 2 недели. Но я очень надеюсь, что наступает время телезрителей, и в финале года сыграет одна команда знатоков. Господин Белозеров, это было бы хорошо? Это интересный вопрос, господин ведущий. Как будет, так будет. Не хочу загадывать. Ну, готовьтесь, ваша игра последняя. А сегодня, 29 ноября, откроет отборочные игры команда, которая еще в мае самой первой получила путевку в зимнюю серию. Итак, против телезрителей сегодня играют инженер Юрий Филиппов, журналист Олег Овчинников, обладатели «Хрустальной совы» Анастасия Шутова и Владимир Степанов. Учитель Александр Мосягин и капитан команды, обладатель бриллиантовой 4 хрустальных сов, магистр игры «Что, где, когда» Максим Поташов. Против команды Максима Поташова сегодня играют Александр Андреев, Екатеринбург, Инна Рыбик-Островец, Андрей Жвакин, Киров, Милана Несимова, Москва, сектор Блиц, Юрий Сюганов, Санкт-Петербург, Алексей Иванов, Химки, Андрей Присяжнюк, Ростов-на-Дону, сектор Супер Блиц, Вячеслав Савицкий, Челябинск, Тигран Бабаян, Ереван, Андрей Переварюха, Астрахань, 13-й сектор. Зимние игры «Что, где, когда». Телезрители против знатоков. Игра до 6 очков, а пока счет у нас 0-0. Первый раунд. Господин Поташов, добрый вечер. Добрый вечер. Как настроение, Максим? Хорошее. Нервное? Нет. Нет. До зимней серии ваша команда добралась без приключений, я бы даже сказал, не напрягаясь. Максим, как вам это удается? Я бы не сказал, что это было не напрягаясь. На самом деле игры были тяжелые обе. Но я, правда, уже немножко забыл, это было давно. Но вы уверены сегодня в своих силах? Я уверен в своей команде, а что будет... Екатеринбург. Будет Екатеринбург, Максим. И против вас играет кандидат экономических наук Александр Андреев из Екатеринбурга. Господин Мосягин. Да, господин ведущий. Добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, вот вы в своей работе с учениками пользуетесь какими-то нестандартными подходами? Я стараюсь, чтобы это не было скучно. А какими, например? Это вот как просьба рассказать анекдот. Вы знаете, все есть в голове, но как только просят сказать, сразу же все теряется. Ну хорошо. Внимание, нестандартный подход. Господин Поташов, говорят, в 18 веке подобные предметы использовал на определенном этапе своей работы один англичанин. Внимание, вопрос. Для чего они ему были нужны? Какие-то буквы. Ньютон какой-нибудь. Форма. А составляла уголь, песок, стекло, брокколи. Из песка делают стекло, например. Что он делать? Известный англичанин 18 век, мы знаем его работы наверняка. Сент, глаз, Краска. капуста. Слушайте, вот когда рисовал что-то, могло там стекло это дорогое. Чтение письмо. Чем это учить? Нет, это просто какая-то работа. Стандартный. Да. Цвет, там по-разному эти звуки произносятся.
просится во всех Слушай, словах. может, Там он одна печатал буква, что-то, печать какая-нибудь рана? в 17 веке. В Смотри, 17 у тебя веке впитывает, рисовать. Желтым какой-нибудь, там цвет раскладывал как-нибудь. Зеленый, Желтый, черный, прозрачный, зеленый. Может, он азбуку составлял, Они все букварь, очень и вот разной они фактуры. все... Посмотрите, есть стекло, есть песок, есть... Может быть, этим рисовать Ну можно. вот я и пытаюсь сказать, как-то и... Для чего использовал? Если Ньютон действительно Еще с и цветами, но определенный этап. Ньютон Обозначал цвета, но Итак, не жил. кто отвечает? Анастасия Шутова, попробуй что-нибудь сформулировать. Прошу, Анастасия, попробуйте что-то сформулировать. Спасибо. На определенном этапе некий англичанин использовал все эти предметы, что они все очень разной фактуры. Есть... Анастасия, Да. не рассказывайте. Я лично да. принимал эти предметы. Что там лежит, я знаю. Прошу. Допустим, он их использовал, когда рисовал картины. А для чего? Вопрос. Для чего? Ну Для вот, чего они ему для- были нужны? Для того, чтобы на картине интересно изобразить разные фактуры. Поясните, пожалуйста. Ну вот, например, если взять брокколи, то она, наверное, очень интересно отпечатывается, если ее в краску погрузить. Уголь, соответственно, может тоже интересные отпечатки давать. И песок тоже дает, наверное, перемешанной с краской какую-то странную фактуру, которая тоже может необычным сделать картины. А теперь, внимание, правильный ответ. Анастасия, Да. вы сделали героический поступок, по-моему, на столе этого не было, но чуть-чуть вам не хватило, чуть-чуть вы не дожали. Он использовал разные подручные материалы, чтобы выложить на столе композицию, и делал макет будущей картины. Посмотрите на экран. Пейзажи английского художника Томаса Гейнсбора – плоды его фантазии. Художник не писал с натуры, но очень близко к правильному ответу. Все равно, Анастасия, я вас поздравляю. Счет 1-0 в пользу телезрителей. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Александр Андреев из Екатеринбурга. Интересы телезрителей защищает вице-президент Альфа-банка Алексей Гиязов. Добрый вечер. Добрый вечер. Алексей, мы с вами не подвели итог прошлой игры. Что будет с выигрышами телезрителей? Ну, да, действительно, вы на прошлой игре опять подсказывали и помогали знатокам, поэтому я немного разозлившись на вас и на Александра Друзья, вот, забыл поощрить вопрос о пиковой даме, и поэтому Олег Каратеев из Санкт-Петербурга получает 100 тысяч рублей от Альфа-банка. Так, Ровно как и другие 5 победителей тоже получают 100 тысяч рублей от Альфа-банка. Алексей, скажите, а как мы поступим с оставшейся суммой? 100 тысяч остались неразыгранными. Кроме того, мы не определяли лучший вопрос. Вы знаете, лучший вопрос на прошлой игре сложно, в общем, и бессмысленно выбирать, там все понятно. И поэтому все оставшиеся 300 тысяч рублей я предлагаю перечислить в призовой фонд финала года. Итак, таким образом, в призовом фонде финала года теперь 3 миллиона 591 тысяча рублей. Алексей, благодарю вас, а мы продолжаем игру. Второй раунд. Госпожа Шутова, скажите, а какое впечатление оставила у вас игра в прошлую субботу? Честно говоря, в некоторые моменты это было очень трогательно, просто до слез. Мне было очень приятно увидеть вопросы, и вопросы минувших лет тоже. Анастасия, вы тренируете команду «Сибурь». А как проявили себя ваши подопечные? Мне кажется, они старались, они делали, что могли. Но вам не кажется, что им удалось развеять миф, что раньше знатоки были сильнее? Или я не прав? Мне Ну, кажется- они фактически ответили на то, что в 80-е годы не отвечали. Волчок, мне покажите, я не видел какой. Ростов-на-Дону. Думаю, что в этом они преуспели, да. А сейчас Ростов-на-Дону, и против вас играет экономист Андрей Присяжнюк из Ростова-на-Дону. Анастасия, премьера балета Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро» состоялась в Большом театре в 1877 году. Но особого успеха постановка не имела. Через 18 лет балетмейстеры Мариус Пятипа и Лев Иванов возродили спектакль
на сцене Мариинского театра. Были изменены и либретто, и партитура. А Лев Иванов нашел художественное решение, которое позволило отказаться от того, что до этого было непременным атрибутом «Лебединого озера». Внимание, вопрос. Что это за решение? Нет озера. Или белое, Знаете, черное. там Декорации, может быть. Они просто танцуют впервые на одна пустой сцене, танцевала и да. одели, и одет тоже. А что тогда атрибут? А там может не быть декораций вообще? Вот когда танцуют есть эти, декорации, да? там Или есть какие-то декорации. декорации, которые должны были крутиться. И Смотри, решение. что это могло быть вообще? Какие-то До этого почему? пачки. Все неудачно получилось, они к тому ходили не 1790 так, не ребят, так может быть, делали. освещение электрическое сделали, а не какой-то там А факела. атрибут спектакля какой был необходимый? Атрибут касается, они скажу, на выходят всякий как-то, случай, что там какие-то сделать занавеси короткие были более длинные, нет? более Длинные глубокая Ну, это во сцена. всех балетах, а именно Лебединого озера атрибут. А что там необычное? Черный костюм и белый костюм. Черно-белый костюм. что необычно? Мужские роли, женские роли. Там могло быть, собственно, озеро. Вот. Ну, в принципе, да, наверное. А решение надо назвать. Стекло на полу какое-то зеркальное. Расстелили на полу Что-то ткань расстелили, чтобы было, какую-то. изображало озеро. Или как-то занавес как-то нарисовали, так, чтобы это было как декорация. Итак, кто будет отвечать? Ну, видимо, мне придется. Прошу, Максим. Ну, предположим, что они обошлись в Лебедином озере без озера, с помощью какого-то там художественного решения, с помощью зеркал, вот сумели его изобразить. Ваш ответ понятен, а теперь, внимание, правильный ответ. Господин Белозеров, у вас есть какая-то версия? Ну, в целом мы тоже склонялись к этой версии, что, может быть, просто раньше было реально. Давайте не будем нарисовано. повторять. Нету. Господин Рудер, у вас есть? Ну, есть. Так, а у вас какая? Александра Золотова придумал. Давайте не передавайте Придумали мне. короткие пачки, чтобы было видно ноги. Так, может быть, господин Козлов, вам всем готовиться надо, а у вас есть версия? Нет. Господин Петашов, то есть, по сути, вам надо было предположить, что же было раньше атрибутом Лебединого озера, да? Да. О чем мы сейчас даже не представляем. А главные герои, точнее, главные героини в балете, это кто? Одели и одета. А еще лебеди, да? Лебеди, да. Лебеди. А как вы думаете, изначально лебеди были в каких костюмах? Что было на этих костюмах? Ну, лебедей прямо изображали, наверное. А у лебедей что есть? Крылья. Крылья. Балетмейстер Лев Иванов принял решение отказаться, посмотрите на экран, от крыльев, которые раньше были частью костюмов балерин. И придумал, смотрите, движения, без которых теперь нельзя представить Лебединое озеро. Крыльями стали руки. Кстати, 20 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения Майи Плисецкой. 2-0. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Андрей Присяжнюк из Ростова-на-Дону. Интересы знатоков защищает директор департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» Андрей Тимонов. Добрый вечер. Добрый вечер. Андрей, нас ждут 4 отборочные игры. Давайте помечтаем, чего бы вам хотелось увидеть. Ну, знаете, господин ведущий, мы игру «Что, где, когда» любим не только за вопросы и ответы. Честно говоря, хотелось бы получить настоящую драму, но без трагедии. И второй момент, наверное, очень хотелось бы получить разные игры. Тут, слава богу, у нас все 4 команды, вышедшие в финальную серию, разные. Вот команда Максима Паташова — это такая каноничная команда, собранная по заветам основателей, спокойно обсуждает хорошие распасы версии. В отличие от нее команда Андрея Козлова просто доказывает, что авторитаризму тоже есть место за этим столом, особенно если он такой результативный. И очень здорово, что у нас в финальной серии есть 2 молодежные команды. Команда Бориса Белозерова и команда Константина Рудера. Я, к своему удивлению, узнал, что, оказывается, команда Бориса, она полностью вся собрана из жителей Москвы. Фактически это сборная Москвы. В то время как у Константина атомная сборная — это фактически сборная региона. Все приезжают из городов. Поэтому, господин ведущий, кажется, что у нас отличная палитра команд. Есть за кого поболеть.
Скажите, Андрей, а какой все-таки результат в этих играх вас бы устроил? Ну, сколько побед знатоков? Я вот сейчас скажу необычную вещь, и я ее объясню. Всем желаю победы, но, на мой взгляд, лучше, если в финал пройдет одна команда. И вот сейчас прошу не записывать меня в друзья Алексея Гиязова. Я сейчас объясню, что имею в виду. Как бы и прошлая игра, и другой экспериментальный формат, когда в рамках одной игры играть больше одной команды, вот к чему приводит. Как мне кажется, не только молодые команды, но и команды с опытом, они как бы первую половину игры только разгоняются, и на пик формы приходят во второй половине игры. Фактически, если мы в одну игру погружаем 2 и более команды, мы фактически сокращаем количество раундов, и как следствие это ведет к снижению результативности команды знатоков. Андрей, ну что ж, ближе к Новому году узнаем, услышал ли вас Дедушка Мороз. 3-й раунд. Господин Мосягин, Александр, вы знаете, размышляя о зимней серии, мне явился такой образ. Все команды хотят восседать на троне, то есть играть в финале года в одиночку. И никто не желает сидеть на одном диване с остальными. Александр, у вас схожие ощущения? Я бы очень хотел, чтобы в финале играла наша команда, а все остальное факультативно. Ну, мы пошли навстречу знатокам и специально решили отменить в зимней серии помощь клуба. Каждый играет самостоятельно. Киров. Против вас играет металлург Андрей Жвакин из Кирова. Посмотрите на экран. Перед вами Владислав Третьяк и канадский хоккеист Бобби Халл во время суперсерии СССР-Канада 1974 года. Незадолго до встреч с советскими хоккеистами Бобби Халл принял предложение поучаствовать в одной рекламной кампании. Внимание, вопрос. Что же он рекламировал? Что мы видим? Какие-то бакенбарды. Он гладко выиграет. А должен был наоборот. Прическу рекламировал, шампунь какой-нибудь. То есть он играет без шлема, да? Без шлема они тогда все играли. Без шлема вид. Что он прячет перчатку? И что? Ну, средства для волос вряд ли, да? Бритвы какие-нибудь. Что еще может быть? Модные прически какие-нибудь. Клюшка Монреаль. Что еще? Экипировка в основном у него вроде бы стандарт. Там 74, число 16. Смотри, он руку хочет вытащить. Он может в часы. Часы, кстати, да. Часы у него могут быть, он руку вытаскивает. Он прячет. Он показывает. Ну, прячет, ну, неважно, главное, что он ее снимает. Хорошо. Что еще может быть? Кольца какие-нибудь. Вот что еще на руке может быть? Татуировка какая-нибудь. Он как надевает перчатку, снимает. Вот он как забил, и его сейчас покажут крупно. Ну да. Итак, Анастасия Шутова снова попробуем. Анастасия Шутова. Предположим, что рекламировать он собирался часы, и он вот так снимает перчатку, а они там где-то у него, возможно, надеты. А вот Александр Мосягин что-то про прическу говорил. Это как бы вот вы не поняли, почему, да? Ну, не так много на фотографии, что видно. Давайте посмотрим на фотографию. Там, в принципе, есть 16-й номер. Ну, не вообще все, но многие. Да, ну а вот для чего, что ему нужно было рекламировать, учитывая то, что он играл без шлема? Господин Мосягин. Ну, может быть, лак для волос, укладку какую-нибудь, что вот его прическа не меняется. Внимание, правильный ответ. Совершенно верно, в то время еще можно было играть без шлемов, а в моде были пышные мужские прически. А у Бобби Халла такой пышной прически не было. И хоккеист подписал контракт на рекламу. Посмотрите на экран. Накладные волосы. Париков. 3-0 в пользу телезрителей. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Андрей Жвакин из Кирова. Госпожа Сибуль. Да, господин ведущий. Как вам кажется, почему у команды не получается сегодня? Вопросы сложные.
Мне кажется, все получается. Нужно уйти на рекламу, передохнуть и выиграть быстренько. Нет, госпожа Сибуль, на рекламу мы уходить не будем. А почему? Что получается тогда, я не пойму. Вы говорите, Ну, все получается. Такое иногда бывает. Ну, я предвзята. Такое иногда бывает. В Звезды каком смысле вы предвзяты? Ну, у нас тоже такое бывает. Звезды иногда не складываются, но потом зато можно взять еще 3 очка и выйти в ничью, и потом выиграть. Мне кажется, все это возможно. То есть вы по натуре оптимист. У меня нет другого выбора. 4-й раунд. Господин Филиппов, Юрий, в интервью перед этой игрой вы сказали, что не относите себя к звездам «Что, где, когда». Ну, действительно, вы человек крайне скромный, да? Ну, по-прежнему не отношу, да. Но относите к лучшей команде клуба. Конечно. То есть трон, получается, ваш. Давайте не будем о троне, если диван. Юрий, ну, представьте, каково другим командам. Как они воспрянут, если трон сегодня освободится? Я надеюсь, что команды не воспрянут. Вы не дадите им возможности. Ну, посмотрим. А сейчас Астрахань. Против вас играет кандидат технических наук Андрей Переварюха, город Астрахань. Внимание! Портрет жены художника. Господин Поташов, перед вами портрет Натальи Нордман. Написал его Илья Репин в 1900 году. Правую часть картины мы целиком от вас скрыли. Там изображен предмет, о котором Наталья Борисовна, жена Репина, писала так. «Он служил для нас яблоком раздора. Моя академичность столкнулась со свободным художественным вкусом». Внимание, вопрос. Что за яблоко раздора читы Репиных? Патефон какой-то. Он хотел слушать классику, допустим, а она ставила... Нет, смотри, она может быть вертикально. Не было особого выбора, понимаешь, так Вот есть вертикальный зонтик какой-то, что-нибудь моя длинное. мысль, что что-то не изображали на портретах, и поэтому это был яблоко раздора. Она говорит, нет, а он говорит, давай нарисую. А Может что такое тогда? у нее Зонт, в другой руке? какой-то. Вот Да что-то вертикальное. на Черном море Удочка какая-то. Академичность? А велосипед это может... Ребята, она может держать велосипед? Вот не писали тогда велосипедов, он такой довольно вертикальный. Академичность? Не знаю. Ты на балконе, нет? То есть вот она считает, что этого не положено. Вот она с зонтом, она готовится гулять. Не, а велосипед... Вот это у тебя рука лежит, в принципе, Ну да. больше ничего И оно нет. такое довольно вертикальное, оно узкое. Хорошо, еще что? А телефон вам не нравится, да? Телефон, как там академизм, непонятно. Телефон на улице вообще не может. 1900 это рано до телефона. А на улице в юбке она могла кататься на велосипеде? Зонт у нее в другой руке. Что у нее еще могло Может, быть? какая-то Веер клюшка, может, просто. какой-то спортивный инвентарь еще. Веер какой-то. Сумка какая-то, клюшки какие-то для лапки Итак. гольфа. Кто будет отвечать? Кто? Александр? Мосягин. Александр Мосягин. Господин Мосягин, я просто хочу обратить внимание, что я специально сказал целиком, это не означает, что предмет такого размера. Скрыли целиком, но это не значит, что это что-то узкое и длинное. Просто понятнее так, да? Итак, что за яблоко раздора? Академичность Натальи Нордман столкнулась со свободным художественным вкусом Ильи Репина. Давайте предположим, что это какой-то патефон. Вот они слушали разную музыку, она хотела слушать одну музыку, а он хотел слушать другую. Теперь, внимание, правильный ответ. Скажите, пожалуйста, я знаю, господин Кадашов, что у вас в команде 2 робких человека. Это Владимир Степанов и Олег Овчинников. Кто из вас фотоаппарат все время говорил? Я слышал фотоаппарат, но не понимал, кто. Олег Овчинников, да? Олег, а почему? Ну, потому что фотоаппарат – это что-то такое очень статичное, но, может быть, приходит в противоречие с свободой художника. Оно фиксирует, что есть. Внимание, правильный ответ.
Вы помните, что помогло Репину в работе над картиной «Торжественные заседания Госсовета»? Да? Фотоаппарат «Яблоком раздора в семье художника» стал, посмотрите на картину, фотоаппарат. Чемоданчик на картине – это и есть складная фотокамера. Вот как она выглядела. Наталья Нордман не только закончила курсы, ее фотоработы были отмечены медалями на различных выставках. Отсюда академичность. Поэтому она давала мужу советы, с которыми тот не соглашался. 4-0. 100 тысяч рублей получит Андрей Переварюха из Астрахани от Альфа-банка. Уважаемые телезрители, напоминаю вам, что вы можете прислать свои вопросы в 13-й сектор по адресу 13.alfabank.ru. Ну а сейчас у нас реклама на Первом канале. А вот букмекерская компания BetBoom одинаково поддерживает каждого. Взять хотя бы мир гиперспорта. Все участники. И что там в киберспорте? Что все участники? Прямо сейчас проходит турнир гиперспорта BetBoom Streamers Battle. По доте. BetBoom Streamers Battle, который собрал целый стадион зрителей во всей Москве. Там выступают лучшие игроки и профессиональные стримеры со всей России. Присоединяйтесь, это настоящее шоу для всех интеллектуалов и фанатов доты. Павел, благодарю вас. 5-й раунд. Уважаемые телезрители, ваши вопросы на игру можно присылать по электронной почте, адрес вопрос@tvigra.ru, по почте на Академика Королева, либо просто заполнить форму на сайте tvigra.ru. Господин ведущий, можно обратиться к телезрителям? Я бы хотел сейчас, во время решающих игр юбилейного сезона, призвать всех отправлять сложные вопросы в 13-й сектор. Простые не отправляйте. Перед тем, как отправить простой вопрос, подумайте, зачем. Алексей, вы какой-то ненасытный. Счет 4-0 в пользу знатоков, и вам не хватает сложненького вопроса. Сезон-то юбилейный. Ну, согласен. Да, ну вот, пожалуйста. Ну, вот, да. Сейчас проверим. 13-й сектор. Интернет против знатоков. Итак, в 13-й сектор сегодня прислали 177 517 вопросов, и сейчас компьютер выберет один из них. Против вас играет Арина Климчук, Жесказган, школьница. Внимание, вопрос. Японские издания музыкальных пластинок оборачиваются бумажной полоской с информацией о пластинке. С чем японские слушатели сравнили эту полоску? С поясом для кимоно? А вот это вот, который ты суши оборачиваешь, вот это, ну, пластинка. Нори, да. Или пояс на карате. Если именно полоска, если именно полоска, то есть вот так это то выглядит. она узенькая должна быть. Может, ты ее, она вот надевает, ты ее срываешь как подарок. А у них нет. Как с пачки купюр, что ли? А у них есть вообще картон. Вот суши вот так вот. Ребята, почему они не на альбоме печатают? Не на какой-то там нет картона. Что они на картоне. А, ну да, действительно похоже на полоску на которые суши, водоросли, которые оборачивают еду. Ну это японское довольно. А пояс кимоно, допустим, ты его снимаешь, как это же Что-то делит у тебя либо круг, либо квадрат пополам, примерно. стартовую хлопушку какую-то. Смотри, вот в этом Что-то ты Вряд ли нам ответить. открываешь. Может быть там, как на флаге Японии, да, вот она там, по идее, на иероглифы написаны как-то на ней. с информацией, да, полосковый код какой-то. Слушай, а вот это стихотворение, нет, они так по вертикали пишут, какую-то рукопись вот вертикальную. Итак, кто отвечает, господин Пташов? В чем ваше сомнение? Расскажите. Сомнений у меня множество. Попробует ответить Юрий Филиппов. Так, Юрий, прошу. Вашу версию выбрал капитан. Ну, если Япония и что-то в полоской, то похоже на пояс, как в кимоно. У кимоно пояс. А вторая версия была у Анастасии Шутовой. Ну, я не знаю ответа, поэтому... Вторая версия была, что это водоросли, которые оборачивают суси. То есть это водоросль.
ответ был. Водоросль не белая, по крайней мере, не знаю. Ну, давайте посмотрим на экран. Внимание, правильный ответ. Поиск кимоно 4-1. Юрий Филиппов сокращает разрыв в счете. Уважаемые телезрители, лучший знаток этой игры получит от госкорпорации «Росатом» традиционный приз – «Хрустальный атом», а определит лучшего Андрей Тимонов. Андрей, сегодня вам предстоит вручить 250-й «Хрустальный атом» в истории. Это очень солидное число. Я вас поздравляю с достижением этой отметки. Ну, знаете, господин ведущий, этот год у нас год больших юбилеев. 80 лет Великой Победе, 80 лет атомной промышленности России, 50 лет игре «Что, где, когда», 30 лет Первому каналу. Ну и вот тоже мы с нашей маленькой круглой цифрой, так сказать, встаем в ряд с этими большими юбилеями. Честно скажу, вот от себя, выбирать лучшего игрока по итогам каждой игры сложно, но здесь и я, и мои предшественники пользовались принципом Ефима Павловича Славского, легендарного министра среднего машиностроения, который говорил, что в атомной промышленности нужны не просто умные, а одержимые. Поэтому всегда приз или награда давалась не только самым результативным, но тем, кто в самую трудную минуту, как сейчас, например, Анастасия Шутова, просто вытаскивали команду и бились до конца. Андрей, благодарю вас. Продолжаем игру. 6-й раунд. Господин Овчинников, пока у вас хрустального атома нет, но ваш рекорд 7 побед в 8 играх еще держится. 87,5% побед – это не шутка. Да, госпожа Шутова? У вас всего лишь 55% побед. Так что, Олег, это здорово. Олег, я слышал, что после осенней серии вы с Анастасией решили перечитать «Мертвые души» Гоголя на перегонки. Кто пока впереди? Кто на 5-й странице, кто на 7-й? Я дошел до черновиков 2-го тома. Анастасия, а вы Волчок? Санкт-Петербург. Не так далеко, к сожалению. Вообще не но они я... решили, а капитан дал указание. Господин Паташов, вы думаете, еще будут вопросы по мертвым душам? Нет. Ну, надо же как-то готовиться к игре. Санкт-Петербург, и против вас играет Юрий Сюганов. Господин Овчинников, в 1913 году российское почтовое ведомство выпустило серию марок. Внимание, вопрос. По какой причине некоторые почтовые работники отказывались принимать корреспонденцию с теми марками? Может, там были Романовы, и нельзя было ставить печать на... Ребята, может быть, там иконы были, они не хотели пропечатывать иконы. Ребята, что значит принимать корреспонденцию? Я приношу. Они могли как-то не узнавать? Цена какая-то. Нет, может быть, это марки, они не поняли, что это марки, они думали, что это фальшивые. Ну вот, я не видел раньше таких марок, я ее не приму. Кроме слушай, это с любыми новыми марками Ну да. быть такое, да? А это не могли быть картины какие-то, вот там, допустим, черный почему квадрат ты не там. хочешь, Что, какие-нибудь передвижники, они их не принимали. Это очень сложно. Смотри, либо религиозная причина, либо то, что это правящее чиновное, правящее. Храмы, Скорее всего. кресты какие-то. Религиозная не очень понятно. Я принимаю письмо, что я с ним делаю? Я его пропечатываю, там дальше что? Я его отправляю. Штемпель на лице. Нам скажут, что некоторые. Ну, какие некоторые отказываются. 13-й год, что ты там, Романов? Перед войной, но никто не знал, что война будет. Ну, знали. Итак, ваше решение. Кто отвечает? Олег Овчинников. Олег Овчинников, прошу вас. Ну, в 1913 году, как мы знаем, из крупных юбилеев праздновалось 300-летие Дома Романовых. И выпустить серию марок по этому поводу было, конечно, логично. И поскольку каждая марка должна гаситься штемпелем, вот если этот штемпель ставился на, допустим, лицо государя, то, возможно, это смутило бы очень многих почтовых работников. А теперь, внимание, правильный ответ. На почте марки обычно гасят, ставят на них штемпель специальным почтовым молотком. А по маркам этой серии, посмотрите на экран, далеко не каждый решался ударить, ведь это представители династии Романовых.
4-2. Продолжаем игру. 7-й раунд. Господин Овчинников, Олег, скажите, а мне показалось, что эта версия была Александра Мосягина в самом начале, да? Александр Мосягин. Но вы ее развили, и все у вас случилось. 4-2. 4-2. Ну вы любите же начинать так. Нет, не любим. Но так получается. Давайте посмотрим. Посмотрим на волчок. Что он нам готовит. Еще и, кстати, и блиц, и суперблиц. Что-то уже 4, да. Островец. Против вас играет журналист, Нина Рыбик. Город Островец, Гродненская область. Телезрительница сама написала сценарий, и у нее получился, по сути, мини-фильм. Давайте посмотрим. Внимание на экран. Как известно, в Западной Беларуси массовая коллективизация началась после окончания войны. В руководстве новосозданных колхозов были председатель да более-менее грамотный бухгалтер. Рабочими инструментами бухгалтера в то время были гроссбух, в который заносились все цифры, карандаш, ручка с пером и чернильница. А еще на столе и возле него у многих бухгалтеров лежали доска и рубанок. Внимание, вопрос. Зачем бухгалтеру в послевоенном колхозе для работы необходимы были плотницкие инструменты? Короче, на доске можно засечки делать, а потом это стирать. Ребят, а счетов у него не было? А, вот не было бумаги, это был черновик. Ребят, бумага не было, в отлично, да, дефиците. черновиков не было. Потом стирал рубанку. Хорошо. Еще давай. Ребят, послевоенные инвалиды могли Ему бы стружки могли быть нужны для чего-то. промакивать, это как песком Ну, промакивать. это тебе не нужно доска, тебе стружки нужны. А там могли быть инвалиды в большом У количестве тебя после здесь стружки, войны? ты начинаешь, зачем тебе доска в банку? А если стирать Ребят, написано а с почему вы бумаги? сказали, можно что как-то? сценарий Нет, сама это сделала? слишком жестко. Сама сделала сценарий, вышел мини-фильм. Ну, видите, там еще карандаш был, теоретически он мог карандашом. Все равно тебя только гроссбух, ты из него не сотрешь только раз, из черновики нужны. У тебя один, тебе сказали, Это документ. Ребят, а у него да. счетов не было вообще. За руки ставится, потом А как использовать бумагу вместо счета? Непонятно. Нет, он писал, Засечки ты ставишь, а потом стираешь. Да не засечки, он прям вот писал и что сказали, что доска рубанок. Зачем доска и рубанок? Больше ничего там. Да. Так, пора отвечать. Так, ну, наверное, я буду отвечать тут, видимо. Формулировка важна. Смотрите, значит, идея у нас такая, что гроссбух – это документ, туда, что попало, не записывают. Пищи и бумаги, скорее всего, особо у него не было. Поэтому он записывал что-то на дереве, может быть, карандашом, а потом застругивал, соответственно, у него снова получалась площадь для новых записей. То есть, Ну, какие-то рубанок. подсчеты там делал, да. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Гиязов, Да. вам понравилось, как телезрительница сняла вопрос? Прекрасно. Очень художественно, да. Давайте теперь посмотрим, каким получился ответ. Внимание на экран. Как известно, бумага в послевоенное время была в дефиците, и доску счетовод использовал как черновик. Делал на ней вычисления, и только когда убеждался, что все подсчитано правильно, заносил цифры в свой кроссбух. А рубанок служил своеобразным ластиком. Прошелся им по доске, и снова можно писать. Так экономили бумагу. Рубанок был ластиком. 4-3. И опять Александру Мосякину не дают отвечать. Не дают, Александра, вас зажимают по полной программе. Господин ведущий, играет команда, выигрывает команда, проигрывает команда. Я Да считаю, я что- шучу, я вас взбодрить немножко. 8-й раунд. Господин Степанов, вот вы называете себя философом самоедского направления. И у меня к вам вопрос философский. Скажите, существуют ли какие-то знаки судьбы? Нет. У вас не было сегодня никаких знаков, которые говорили о том, что произойдет в конце игры?
Вот предчувствия какие-то? Нет? Никогда не бывает знаков того, что произойдет в конце игры. Тогда поясните мне, Владимир, в истории «Что, где, когда» было 4 игры 29 ноября. Выигрывали и знатоки, и телезрители, но всегда со счетом 6-4. О чем это говорит? Челябинск. Совпадение, господин ведущий. Стоп, извините, пожалуйста. Сверху Ереван, получается. Ереван. Итак, против вас играет экономист Сигран Бабаян из Еревана. Господин Паташов, каждый раз из небытия возникала новая геометрическая фигура. Это напоминало звездное небо, на котором несколько точек находятся в движении. Следы появлялись, а потом вновь исчезали. Тихие шорохи извещали о возникновении новых фигур. Внимание, вопрос. О чем это сказал писатель Генрих Бёль? Ребят, на калейдоскоп похоже. Ты вращаешь его, и у тебя новое что-то возникает. Следы, шорохи пересыпаются. Это может быть вот радар, и на нем когда точки возникают, они же там еще тоже перемещаются. Вот следы смещаются. Хорошо. Там они действительно шуршат, если это настоящий стеклянный. Да. У меня тоже мысли про калейдоскоп. Ребят, а прибой может быть? Вот он смотрит на прибой. Когда ты видишь, что Камера Уилсона. Хорошо. Кинескоп какой-нибудь первый. Вот. Глазами клоуна. Ребят, смущает, что несколько точек. Астронограф какой-нибудь. Не может быть, ребят, у нас писатель. Это самое, шары на бильярдном столе. Нет, просто у него есть книга. Шорох не тихий, там громкий удар. У тебя что-то пересыпает, тихо шуршит. Песочные часы, ребят, песок какой-то хочется, прибой какой-нибудь. Пески у тебя не будет геометрических фигур. Снег идет, лавина, какие-то... У тебя поворот новой фигуры, поворот новой фигуры. А там был поворот? Гирлянды какие-нибудь. Вот огоньки какие-то, машины едут, Итак, Максим, сейчас очень важно, конечно. Ответит Юрий Филиппов. Юрий Филиппов. И все, да? Ну ладно. Тогда буду отвечать, что если геометрические фигуры и шорох, то похоже на калейдоскоп. Юрий, ну вам не кажется, что калейдоскоп для юбилейных игр зимней серии как-то странновато, как-то прямолинейно, и хорошо бы в блиц-турнире в такие вопросы играть с ответом калейдоскоп. Господин Паташов, а вы к себе не прислушались. Господин Белозеров, а у вас есть версия? Другой нет, прибой вроде симпатичный, господин ведущий. Ни у кого нет. А вот у Максима Паташова есть, но робкая такая. Вы сказали, может быть, шар на бильярде? Ну там не тихий шорох. Нет, тихий шорох извещал о возникновении новых фигур. Имеется в виду шорох, когда докатывается шар. Вот этот вот шорох. Это речь шла о бильярде. Возникала новая геометрическая фигура. Жалко, Максим, именно у вас версия была. 5-3. 5-3 в пользу телезрителей. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Тигран Бабаян из Еревана. Господин Погребняк, ну и как вам сегодняшняя игра? Господин ведущий, все идет по плану Don't Panic. С каждым раундом, я надеюсь, все будет горячее, и мы задержимся здесь подольше. Господин ведущий, это как футбольное первенство России, когда команда выкладывается перед долгой новогодней паузой. А букмекерская компания BetBoom по старой доброй традиции приглашает всех в свои клубы BetBoom, чтобы провести футбольные трансляции в теплой дружеской обстановке. Павел, спасибо. Я чувствую, что сегодня такая напряженная игра. На вас это тоже как-то сказывается. Не волнуйтесь, вы сами сказали, что будет все только лучше. Реклама на Первом канале. В этом году в программе «Что, где, когда» исполнилось 50 лет. В финале года юбилейного сезона будет вручен уникальный приз – 6 бриллиантовых сов каждому игроку победившей команды. А если победит команда телезрителей,
то каждый получит еще и карту Альфа-банка на сумму 1 миллион рублей. Продолжаем игру. Счет 5-3 в пользу телезрителей. 9-й раунд. Конечно, юбилейный сезон запомнится надолго. И это будут совершенно разные сезоны, господин Паташов. Если команда Паташова выйдет в финал года, и если не выйдет, вам необходимо ответить на 3 вопроса подряд. Для нас уж точно разные. Что-что? Для нас уж точно разные. Для вас, ну, я думаю, что для всех будут разные. Но у нас еще волчок существует. Он, конечно, у него какая-то своя мысль сегодня. Москва. Против вас играет студентка Милана Несимова из Москвы. Внимание, господин Паташов. 2 черных ящика. Вопреки существующему представлению об этой паре, химические исследования показали, что то, что сейчас находится в маленьком черном ящике, по одному показателю все-таки превосходит то, что находится в большом. Внимание, вопрос, господин Паташов. Вы знаете ответ на этот вопрос? Знаю. Что в каждом из ящиков? Только спокойно. Я очень спокойно. Не уверены. Прошу. Я уверен, да. Досрочный ответ. Значит, в одном из ящиков хрен, и он слаще, чем редька. А теперь, внимание, правильный ответ. У нее этот показатель не выше 7%, а у него достигает 16%. В маленьком черном ящике хрен, который все-таки слаще редьки. В большом черном ящике редька. Получается, хрен редьки слаще. 5-4. 5-4 в пользу телезрителей пока. И мы начинаем 10-й раунд. Господин Паташов, только я вот честное слово, только я собирался с вами поговорить о том, что вы сегодня без дополнительной минуты обходитесь, и вы мне не дали. Теперь она у вас есть. Есть же стиль какой-то командный, господин ведущий. Да. И теперь, чтобы сохранить ваш стиль, вам еще ее надо не использовать. Пять, 4. Ну что, сейчас блиц, наверное, будет, да? Вы к блицу готовы? Да, выбирать не приходится. Минуту можно использовать, как вы понимаете, на один из вопросов блица. Итак, блиц. 3 вопроса, по 20 секунд обсуждения на каждый. И чтобы заработать очко, вы должны ответить на 3 вопроса подряд. Внимание, вопрос первый. Шли травинки по тропинке. По тропинке шли хвоинки. Шли опавшие иголки от сосны и дальней елки. Щепки шли, ползли листочки, мха оленьего кусочки. Василий Джоев из города Домодедово спрашивает, куда все они шли? Муравейник. Это на ежика похоже. Да, я понимаю. Да. Куда муравейник? Хорошо. Они строят из этого, да? Да. Нет, там не, тебя там не большое будет. что-то должно быть, да. Там травинки, хвоинки. Все они как будто сами ползут. Лес сплавляют, Да, должно быть. Один муравей не несет, но там их может быть несколько. Прошу. Олег Овчинников отвечает. Олег, прошу вас. Ну, они шли все в муравейник, на муравьях, соответственно. Хвоинки и иголки шли в муравейник, их несли муравьи. Продолжаем блиц. Внимание, вопрос второй. Госпожа Шутова. Да. Ну, а дальше вам достались загадки. Анна Жигулина из Костромы просит вас разгадать узбекскую загадку. Идет с тобой по белу свету, а след его всего с монету. Посох.
Хорошо. А тень вообще нет. Посох это я знаю. А узбекское что-нибудь на лошадях, там на какое-нибудь животное вьючное? Что-то... Средств нету, маленький. Каблук, может быть, какой-нибудь, ребят? Вот Он каблука маленький. с тобой. Понимаю. Прошу. Анастасия Шутова отвечает. Анастасия, прошу вас. Да, это посох. Это, посмотрите на нашего распорядителя, это посох. След с монету. Дайте Никите сторону, пусть поставит с посохом, все-таки для солидности. Итак, а у вас, господин Паташов, решающий третий вопрос. Тамара Винско из агрогородка Гезголы в Гродненской области просит вас разгадать китайскую загадку. В каждой семье минимум одна, но во всей стране лишь несколько сотен. Ага, про Китай нормально. Да. А сотни там их Да, действительно? да, их там мало. Хорошо. А еще что-то, Давайте еще. жена, сестра, одна. дочь, Каждой бабушка. семье минимум Может там одна. прабабушка какая-нибудь, Ну, у вот тебя в что... стране, потому что что-то... Я Минималочка, понял. очаг какой-нибудь. Хорошо. Если в каждой семье она одна Подпись есть. какая-то, Это не печать. материально, давайте так. Хорошо. Итак, кто отвечает? Ну, я попробую. Насколько я знаю, в Китае очень ограниченное количество фамилий. Ну, в семье-то хоть одна-то есть. Кстати, самые распространенные китайские фамилии Ван и Ли. Их носят более 100 миллионов человек. 5-5. Счет 5-5. Господин Гиязов, что-то вы приуныли. Или ничего? Пока ничего. Верите в телезрителей? Всегда. 11-й раунд. Не буду вам мешать. Поговорите между собой. Поговорим сейчас, минуты будет. Очень ответственный момент. Сейчас все решится. От волчка многое зависит. Суперблиц на столе. Покажите стол. Нет, не так. Сверху. Вот. Ну, вероятнее всего Химки, но волчок может... Выбрать и Челябинск. И Челябинск достать. А волчок суперблиц. Кто останется за столом? Я. Вы. Вы берете инициативу на себя. 3 вопроса по 20 секунд размышления на каждый. И играет Максим Паташов. Чтобы одержать победу в этом раунде и в игре, и выйти в финал года, вам нужно ответить на 3 вопроса подряд. И у вас есть 1 минута на один из вопросов, можете ее использовать. Уважаемые телезрители, компания Bad Boom учредила приз для знатока, который выиграет Суперблиц последним в этом сезоне. Пока главный претендент на этот приз Никита Старун, который уже без посоха. Но сегодня Максим Паташов может вас опередить. Господин Паташов, сегодня в Суперблице вас ждут вопросы от Евгения Романова из Кагула. Внимание, вопрос первый. Евгений спрашивает, что впервые появилось после меланхолии и отчаяния 1892 года, но до тревоги 1894. Прошу, Максим. Никаких идей, давайте еще минуту. Итак, дополнительные минуты. Итак, Евгений спрашивает, что впервые появилось после меланхолии и отчаяния 1892 года, но до тревоги
1894. Итак, прошу, Максим. Какое-то должно быть очень известное произведение, даже непонятно в каком жанре. Ну, пусть будет, не знаю, «Чайка» Чехова. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Степанов, вы так вздыхаете, вы знаете, да? Я думаю, что это «Крик Мунка». Господин Паташов, ну, конечно, в одном ряду меланхолия, отчаяние, тревога. Крик, да. А между ними появился, посмотрите, сейчас вам вынесут, картина «Крик» Эдварда Мунка. Очень жалко. Очень жалко, на счет становится 6-5 в пользу телезрителей. Счет 6-5 в пользу телезрителей. К сожалению, команда Максима Паташова терпит поражение. И мне остается только поблагодарить команду за участие в юбилейном сезоне. Максим, что сегодня не получилось у вас? Крик не получился. Вот имена телезрителей-победителей. По 100 тысяч рублей получит Александр Андреев из Екатеринбурга. Вопрос о макете картины. Версия была. Андрей Присяжнюк из Ростова-на-Дону. Вопрос о Лебедином озере. Не было версии. Андрей Жвакин из Кирова. Вопрос о рекламе париков. Андрей Переварюха из Астрахани. Вопрос о фотоаппарате. Была версия. Тигран Бабаян из Еревана. Вопрос о бильярде. Была версия. И, наконец, Евгений Романов из Кагула. Вопрос о картинах Мунка. Господин Тимонов, кто получит «Хрустальный атом»? На мой взгляд, несмотря на поражение, команда блистательно сыграла. По-настоящему сложные вопросы. Знаю, что много кто, наверное, бы приз отдал и Александру Мосягину, и самому Максиму Паташову. Но я уже сегодня проговорился, мне очень понравилась игра Анастасии. Особенно в первую половину, когда было прямо тяжело и был счет 4-0. Поэтому приз уходит единственной девушке команды. Анастасия Шутова, поздравляю, вы лучший знаток этой игры. Господин Гиязов, кому достанется приз за лучший вопрос? Ну, вы знаете, сегодня очень интересные были вопросы, сложные, на мой взгляд, ну, кроме 13-го сектора, там можно было подтянуть. И красивые вопросы. Я бы хотел один вопрос поощрить. Это вопрос, снятый самой телезрительницей Ниной Рыбик из города Островец. Я бы хотел дать 50 тысяч рублей от Альфа-банка за красоту. Алексей, ну а лучший какой? А лучшим вопросом станет тоже очень такой высокохудожественный вопрос, который превратил крылья или руки в крылья. Это вопрос о Лебедином озере, и Андрей Присяжнюк из города Ростов-на-Дону получает 200 тысяч рублей от Альфа-банка. Благодарю вас. А эта игра закончена. Спасибо за игру. Уважаемые телезрители, следующая игра зимней серии состоится в субботу, 6 декабря. Встретимся сразу после программы «Время» на Первом канале. А на сайте Первого канала